Привет, меня зовут Кирилл, и в этом видео мы с вами поговорим про калифорнийский акцент. На YouTube очень много видео про так называемый калифорнийский диалект, почему-то называют его диалектом. Помните, что главное отличие диалекта от акцента в том, что когда мы заходим на территорию диалекта, там у нас происходят более существенные изменения, касаемо, например, появляются новые слова, изменяется грамматика. Калифорнийский все-таки это не диалект, это акцент, потому что таких кардинальных изменений в языке не происходит, как, скажем, например, если мы будем сравнивать британский английский с американским, или, например, австралийский английский или афроамериканский английский, то это уже будут диалекты. Вы все знакомы с калифорнийским акцентом. Уточню, что Калифорния большой штат, это самый густонаселенный штат, соответственно, вам услышать калифорнийский акцент не составит труда. Вы чаще услышите именно калифорнийский акцент, нежели какой-то другой, потому что людей больше. На территории самой Калифорнии очень много разных диалектов. Есть северный, есть центральный, есть в долине Valley. Я буду говорить про SoCal, так называемый, или Southern California. И вы догадались правильно, я говорю на именно с этим акцентом, so Californian accent. Я помню в моих видео, когда я только начинал про произношение говорить, когда я говорил, что вот здесь так произносится, говоря в общем про American accent, многие в комментариях замечали, что вот у нас так не говорят, мы так не говорим, Кирилл, вообще, чего вы гоните всякую фигню? Оказывается, это была не фигня, это была разновидность именно вот этого SoCal accent. Попытаемся сегодня посмотреть на самые-самые-самые какие-то явные особенности, потому что калифорнийский акцент, его довольно-таки много уже изучают, долго у нас есть рецензированные статьи, где мы можем, мы можем обратиться и посмотреть, заметить какие-то тенденции. Ну, а практика ваша, это вы включаете любой фильм, там 100% калифорнийский акцент. Ну, за исключением, может быть, 1-2 героя будут говорить с какими-то определенными другими акцентами. Чаще всего вот этот вот мир поп-культуры, социальные сети или вот этот вот феномен инфлюенсеров, это прежде всего именно Californian accent. Что ж его отличает? Ну, вы знакомы все с феноменом так называемого Valley Girl English. Классический пример — Ким Кардашьян. Я помню, когда я только приехал в США, вот как раз через несколько лет началось вот это вот ток-шоу, реалити-ТВ-шоу, и я смотрел абсолютно все эпизоды. Мне было интересно с точки зрения быта, как устроена американская жизнь богатых людей, что нам смотреть на жизнь бедных людей, правильно? Мы сами, собственно, как говорится, из бедных семей, что мы там не видели. А вот богатых приоткрыть завесу тайны. Так вот, насмотревшись этой всей белиберды в течение, я, наверное, смотрел лет 10, не отрываясь, так подробно. И мне кажется, на мой говор это тоже отложило большой отпечаток, потому что какие-то элементы были переняты мной. И, собственно, говорю я так, как говорю, и вините, пожалуйста, в этом вот это вот ток-реалити ТВ-шоу. Valley Girl, Ким Кардашьян, так, классический пример. Vocal fry, когда вы понижаете свой голос и начинаете там связками вибрировать так, что получается такое... Для кого-то это annoying, для кого-то это нормально. У меня, например, одноклассницы в университете так часто говорят, очень часто, потому что они росли в Valley, и для них это, как говорится, стандарт, то есть они даже не замечают. Для кого-то это... Вот, собственно, такой вот vocal fry. Также есть термин influencer talk. Все наши инфлюенсеры, которых клепает Силиконовая долина, а также Сан-Хозе, а также Лос-Анджелес и Bay Area, Сан-Франциско, они тоже позволяют себе много и говорят именно с этим акцентом. Есть такой термин, который называется California Vowel Shift, или сокращенно CVS. Кто живет в Америке, те поймут. Так вот, California Vowel Shift — это большое название для каких-то разных концепций. Когда мы говорим про Vowel Shift, у нас в голове сразу рисуется вот этот вот чарт, график гласных. То есть, помните, я в каких-то своих видео говорил, что когда мы произносим гласные в английском языке, очень важно то, как у вас выстраивается язык, то есть где у вас во рту язык находится. По подъему различают гласные среднего подъема, высокого подъема, низкого. То есть ваш язык, он двигается вверх-вниз, и там где-то в середине. Ну а также
назад, уходит назад и вперед. Когда мы язык двигаем назад, мы открываем, как говорится, наш хавальничек, и там все видно. Вспомните, вы когда приходите к врачу, врач вам не говорит, скажите «и», верхний подъем, ничего не увидим во рту. Врач говорит нам что? Скажите «а», хавальник вниз опустился, язык подвинулся назад, все открылось, доктор, смотрите, как говорится, бесплатно. Так вот, когда мы говорим про shift, именно вот этот shift языка имеется в виду. В калифорнийском акценте привычные в американском, английском гласные начинают двигаться на территорию других гласных. Классический пример. Я помню, я говорил, как мы произносим слово большой, вот эти вот трехбуквенные слова, например, big, dig, fed, например, fen. И люди мне в комментариях писали, что это за bag такой, вы практически bag произносите. То есть многие слышат это как И я со своими учениками, когда занимаюсь, я говорю bag, они повторяют как bag. То есть что происходит? Происходит следующее, то есть звук который у нас верхнего подъема, гласный звук, он у нас двигается на территорию звука как раз вот как в слове bed, кровать, То есть он не совсем его вытесняет, но он двигается на его территории. То есть что происходит? Происходит следующее. Этот гласный звук shift, он опускается вниз. И поэтому, когда человек из Калифорнии говорит beg, мало того, что он тянет на долю секунды дольше этот гласный звук, так еще и звучать он может для ненатренированного уха странно, как beg. То есть большой будет звучать как просить. Beg, beg. Если вы скажете слово молоко, milk, milk, milk. Да, то есть для кого-то может прозвучать, что я говорю сейчас milk, как Я не говорю я говорю То есть, опять, по крайней мере для меня у себя в голове я говорю milk, milk. То есть звук мигрирует в на территории звука то есть он его не вытесняет, а приближается к нему. Что происходит со звуком Звук например, в слове leg или bag, он двигается на территорию звука А мы знаем, что звук он у нас нижнего подъема. Это у нас язык практически плашмя лежит. Например, в слове apple, вот этот звук присутствует. То есть в слове нога, leg, то есть двигается этот звук ниже, и получается он растягивается, получается Также двигается звук У. То есть вы знаете, в английском языке два звука У. Вообще звук У у нас находится там, сзади. Он высокого подъема, но располагается сзади. Например, в слове moon. Стандартный звук в американском английском это У. Но есть еще второй, который как bug. Да? Он немножко двигается чуть-чуть ниже и вперед. Мы про него сейчас говорить не будем. У нас вот этот звук У. Классическое слово в калифорнийском акценте это слово dude. Если вы заметили, я его не произношу, как вообще обычно произносят где-то за пределами Калифорнии. Например, dude. Или как в слове вторник, Tuesday, например. Да? Или I'll sue you. Подам на вас в суд. Sue. Я произношу как dude. То есть что получается? Звук У отсюда передвигается, чуть-чуть идет вперед. Он двигается к французскому практически звуку У. То есть dude или Tuesday. У. Или, например, слово луна moon. То есть он немножко двигается вперед, и для кого-то это тоже может звучать с акцентом. Также очень интересные вещи происходят с гласным звуком и звуком перед кластером NG. То есть если мы в стандарте говорим bring, king, например, все вот эти слова с окончанием ing, с калифорнийским акцентом этот звук двигается вверх. То есть вместо мы говорим очень-очень натянутый tense звук и, например, как в слове green, то есть king превращается в king, bring, то есть ing, он более высокий и он немного удлиняется. Это тоже фишка именно вот калифорнийского SoCal accent. Кольцо вам подарили или камера у вас есть от Амазона ring, это будет ring. Видите, как мы двигаем язык выше, и он практически упирается у нас туда, в небо, и на долю секунды буквально звук этот удлиняется. Звук перед NG также превращается в glide sound, то есть у нас добавляется звук A. То есть, например, привычное слово bank звучит как bang.
Слово thank you звучит как thanks, thank you, aing, tang, bang и так далее. То есть, слышите, aing. То есть происходит изменение небольшое того, как этот звук произносится. Опять же, это происходит перед кластером NG. Я хочу вам напомнить, что в Калифорнии очень-очень diverse состав этнический, поэтому здесь вариаций будет очень много. То есть вы не думайте, что это один какой-то стандарт, как я уже сказал. Вы поедете чуть севернее, вы найдете свой диалект, какие-то свои вкрапления будут. Но это вот такая усредненная информация, опять же, основанная она на тех данных, которые имеются. Очень много исследований проводилось именно люди изучают калифорнийский акцент. Поэтому если вы изучаете американский английский по фильмам и сериалам, например, «Друзья» или какой-нибудь сериал на Netflix, то chances are you are speaking with Californian accent. Все сериалы, фильмы, которые производит Голливуд, за малым исключением, пиксаровские мультфильмы, вообще мультфильмы, которые диснеевские, герои говорят именно с таким акцентом. Хотите вы этого или нет, вам, как говорится, навязывают калифорнийский акцент. И многие этого даже не замечают, пока детально вы не начинаете сравнивать. Вот когда у вас два человека, например, стоят рядом с разных территорий, дайте им прочитать слово или предложение какое-то, вы услышите, что разница есть. А еще если замедлите, то разница, она очевидна. Также очень интересная вещь происходит, когда слова заканчиваются на звук и или там в середине где-то есть, и гласный Этот гласный начинает звучать как Например, слово fan, привычное всем, вентилятор, да, или фанат, звучит как fan, lamb, tan, ram. То есть, видите, происходит такое как бы Звук поднимается, опять происходит California vowel shift. То есть у нас звуки либо вниз двигаются, либо наверх двигаются. Но когда мы говорим звуки, мы имеем в виду язык. Язык при их произношении. Также характерным отличием калифорнийского акцента является полное отсутствие звука «о». Так называемый cut merger. В Калифорнии здесь все будут просить как cut. Разницы не будет. I thought, I caught. На территории Америки, в других штатах есть районы, где различия существуют, и люди произносят эти слова немного по-разному. Также 3 слова, которые вы видите сейчас на своих экранах. Mary, произносят все одинаково, звучат они для всех одинаково. На большей территории, кстати, США сейчас эти слова звучат одинаково, но есть там на севере, на востоке, на северо-востоке, в Бостоне, в Массачусетс, вот такой есть район, там у них отличия есть между этими 3 словами, люди понимают, что они произносятся немножко по-разному. Также для калифорнийского акцента характерно чрезмерное использование слова like. Вы знаете, слово like имеет разные значения. В калифорнийском именно акценте и им злоупотребляет как словом-заменителем, который ничего не значит, так называемым filler word. Вставляет его like, вспоминайте Бритни Спирс. Грешна, барышня Спирс. И используется это слово, когда мы хотим передать слова другого человека. And he was like, and I was like. И также словом like люди открывают диалог, начинают свою беседу, то есть как бы там он вообще не должен быть. И вообще в своей речи используют очень много вот этого like. И чем моложе вы и проживаете здесь, на юге Калифорнии, тем больше шансов услышать у вас вот такой феномен. Ради интереса, когда будете смотреть интервью, именно интервью, не скриптованные какие-то видео, а просто интервью спонтанные, обратите на это внимание, будет легко заметить человека, который с корнями из Калифорнии. Также есть слова, где присутствует R-colored vowels. Они могут произноситься одинаково. Классический пример — это слово mirror. То есть зеркало и mirror звучат одинаково. То есть кто-то больше произносит это mirror, кто-то говорит mirror. Есть вариации, но в целом mirror. Также слово медведь bear. Я помню, у меня одноклассники, когда произносили это, у меня как раз был класс по произношению американскому, и у нас учительница спрашивала, как вы произносите слово, потому что кто-то говорит bear, как air. Мои одноклассники говорят, нет, просто bear, медведь, и пиво, beer. То есть многие, я знаю, произносят как beer, bear, медведь, bear,
Пиво – beer. Ну и последняя отличительная черта южно-калифорнийского акцента – это так называемый феномен uptalk. Uptalk – это когда по интонации в повествовательном предложении создается такое ощущение, что человек задает вам вопрос, хотя он просто декларирует, заявляет о чем-то. Либо же может создаться ошибочное впечатление, что человек хочет продолжить что-то, а он, как говорится, все, собственно, я закончил. И были исследования, Сан-Диего University делал исследования на этот счет. 16% всех людей, кто проживает на юге Калифорнии, используют данный феномен. Женщины, как правило, чаще. И вы, наверное, спрашиваете, а, собственно, откуда это все пошло? Как вот этот вот калифорнийский акцент появился? Все дело в истории, в эмиграции. Иммиграция, как вы знаете, в Калифорнии одна из самых больших в силу расположения удобного границ, океана и так далее. Мы рассматриваем именно миграцию самих американцев с других штатов в Калифорнию. Как вы знаете, что было основных 3 больших волны иммиграции. Первая началась еще во времена золотой лихорадки. Люди мигрировали, и это был 1850-е годы. В 1930-х годах был такой феномен, который называется Dust Bowl. Dust Bowl в русском варианте, я нашел, это называют пыльная чаша. Это феномен больших песчаных бурь, которые обрушились на территорию Центральной Америки. Это Колорадо, это Небраска. И не было ни урожая, ничего. Короче, был голод. Это привело к тому, что было 2 большие волны иммиграции. И люди поперли куда? Правильно, в Калифорнию. Также очень много людей переехало в Калифорнию в свое время из Оклахомы. То есть мы берем Оклахому, мы берем Техас, Миссури штат, Арканзас. Вот это вот основные 4 штата, которые подарили нам людей. То есть можно проследить 2-3 поколения назад, откуда люди приехали. И именно они привезли свой акцент, вот этот вот Midwest, как мы его называем здесь в США, и он переродился именно в то, что сейчас называют Southern Californian accent или попросту California accent. Если вы живете в Бостоне, у вас будет свой акцент. Если вы живете в Нью-Йорке, у вас будет свой акцент. Потому что в Нью-Йорке, если вы говорите именно с характерным нью-йоркским акцентом, если вы смотрите сериал Sex and the City, у Миранды, ее бойфренд, говорит именно с классическим нью-йоркским акцентом. Берни Сандерс, сенатор из Нью-Йорка, тоже говорит с классическим нью-йоркским акцентом. Дэнни Девито, актер, говорит с ним же. Вы заказываете кофе в Нью-Йорке. Если я когда пойду сюда в Starbucks, я закажу кофе.